Расторжение трудового договора в связи с совершением работником хищения. Ситуация. На основании записей камер видеонаблюдения работница, занимавшая должность продавца в магазине одежды, была уличена в краже денежных средств из кассы магазина. Поскольку работница добровольно вернула похищенную денежную сумму, в правоохранительные органы работодатель обращаться не стал. На следующий день работница была уволена за совершение хищения по месту работы. Анализ ситуации. Согласно подпункту Г пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ, трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, а именно совершение по месту работы хищения, в том числе мелкого чужого имущества, установленного вступившим в законную силу приговором суда. В анализируемой ситуации, несмотря на то, что работница совершила хищение имущества работодателя, факт которого подтвержден записями видеокамеры и последующими действиями работницы, признавшей свою вину, что давало работодателю повод для увольнения, действия работодателя по отношению к работнице неправомерны. Работодатель имеет право уволить работника, совершившего хищение по месту работы, по подпункту Г пункт 6 статьи 81 ТК РФ, только если указанное неправомерное действие было совершено работником по месту работы и его вина установлена вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дело об административных правонарушениях. Увольнение работника по указанному основанию носит дисциплинарный характер, поэтому работодатель в данном случае обязан был также соблюсти порядок применения дисциплинарного взыскания. Необходимо иметь в виду, что в соответствии со статьей 7.27 КАП РФ мелкое хищение чужого имущества стоимостью более 1000 рублей, но не более 2500 рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3000 рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательной работы на срок до 120 часов. Иными словами, применение мер уголовно-правового воздействия возможно только в случае, если стоимость похищенного превышает сумму 2500 рублей. При отсутствии вступившего в законную силу приговора суда или постановления судьи, органа должностного лица, уполномоченных рассматривать дело об административных правонарушениях, о признании работника виновным в совершении хищения, нарушении порядка привлечения к дисциплинарной ответственности, увольнение работницы по подпункту Г пункта 6 статьи 81 ТК РФ является незаконным. Следовательно, трудовой договор с работницей не мог быть расторгнут по этому основанию. Поскольку трудовой договор с работником не мог быть расторгнут ввиду отсутствия установленных законом оснований для увольнения, работодатель обязан издать приказ об отмене приказа об увольнении и восстановить работника в прежней должности. В связи с тем, что работодатель допустил нарушение трудового законодательства при увольнении, работник имеет право обратиться в суд или направить жалобу в Государственную инспекцию труда того субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирован работодатель. Увольнение по данному основанию носит дискредитирующий характер, соответствующая запись в трудовой книжке или информации в сведениях о трудовой деятельности порочит работника и снижает его статус на рынке труда. Поэтому он будет оспаривать увольнение даже в том случае, если не планирует продолжать работу на прежнем месте и намерен уволиться сразу после своего восстановления, но уже по иному основанию. Если увольнение признают незаконным, работодатель обязан будет восстановить работника с выплатой ему среднего заработка за все время вынужденного прогула и компенсацией морального вреда. Если нарушения будут выявлены при проверке, в том числе проводимой по жалобе работника, и обнаружится, что работодатель нарушил порядок оформления увольнений либо уволил работника без достаточных на то оснований, работодатель может быть привлечен к административной ответственности. Согласно статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение трудового законодательства влечет предупреждение или наложение административного штрафа. 1. На должностное лицо в размере от 1000 до 5000 рублей. 2. На лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 1000 до 5000 рублей. 3. На юридическое лицо, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Правильный порядок действий в данной ситуации. 1. При обнаружении хищения работодатель обязан оформить документ, в котором должен быть зафиксирован факт хищения работником чужого имущества на работе. 2.
Работодатель должен обратиться с заявлением о выявленном факте хищения в правоохранительные органы, чтобы в дальнейшем по итогам расследования и рассмотрения дела получить приговор, постановление суда в отношении работника, совершившего хищение. 3. Работодатель обязан затребовать у работника письменные объяснения до издания приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности. 4. В связи с совершением дисциплинарного правонарушения работодатель обязан издать приказ, распоряжение, о привлечении работника к дисциплинарной ответственности в виде увольнения и об увольнении. В приказе, распоряжении необходимо указать, что работник увольняется за хищение чужого имущества по месту работы согласно подпункту Г пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ. В качестве основания для расторжения договора должны быть указаны реквизиты приговора суда или постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дело об административных правонарушениях. Работодатель обязан ознакомить с приказом, распоряжением работника под расписку. Остальные необходимые действия при увольнении работника, внесении записи в трудовую книжку или внесении информации в сведения о трудовой деятельности, окончательный расчет выдачи документов, связанных с работой, осуществляются в общем порядке.